Всем привет! Это канал Scale Journal и сегодня завершающее видео по немецкой четверке. В этой серии нанесение сколов, смывки, а также немного работы с пигментами. Ну а теперь перейду непосредственно к танку. Перед смывкой танк был покрыт глянцевым лаком. Я буду применять два вида смывки. Самодельную и готовую от фирмы Wilder NL02. Готовую я применю как общую для надгусеничных полок, а самодельную использую точечно для выделения всех необходимых элементов. Излишки смывки я буду убирать с помощью кисти и ватных палочек, смоченных в White Spirit. Хорошо видно, как смывка растекается по глянцевому лаку, заполняет канавки и обтекает выпуклые элементы, заклепки, петли и прочее. Точечная или адресная смывка, как правило, делается более темным цветом по сравнению с общим. Излишки, как я уже сказал, убираются кистью или ватной палочкой. И таким образом надо пройтись по всему танку, что сделает модель более рельефной. Самостоятельно сделать смывку можно, смешав White Spirit и масляные краски в соотношении 1 к 1. В моем случае я смешал черную краску с небольшим добавлением коричневого. Чем аккуратнее будет нанесена смывка, тем меньше придется убирать излишки. Поэтому для адресной смывки лучше подходит тонкая кисть. Общая же смывка делается по поверхности целиком, поэтому тут можно использовать и более крупную кисть. Я применил общую смывку для надгусеничных полок, так как для рифленой поверхности этот метод подходит лучше. На башню смывка наносится аналогично. Подробнее о смывке можно почитать у меня на сайте. Ссылка в правом углу видео. Также на сайте можно проголосовать за модель, которая будет собираться следующей. Итоги голосования я подведу в начале следующего месяца. Поспешите, может быть именно ваш голос будет решающим.
И, как обычно, пара фотографий результатов этапа. Дальше сколы, перед которым я покрыл танк матовым лаком. Я буду наносить их наиболее доступным способом, с помощью масляных красок и куска губки. Во-первых, это просто. Во-вторых, ошибки можно легко исправить, смыв масляную краску white спиритом. Цвет смешал из черного и коричневого в соотношении 1 к 1. При нанесении сколов губкой очень удобно использовать обратный пинцет. Так как по плану танк относительно свежий, то и сколов не так много. В основном по граням и местам, где может ходить экипаж. Это даже больше похоже не на сколы, а на потертости. Для придания металлического блеска грани танка можно дополнительно натереть карандашом или использовать для этого соответствующий пигмент. Перед нанесением пигментов я покрасил задние фары. Для этого я использовал алюминиевую краску, которую я нанес как базу. А затем поверх базы я нанес прозрачный красный лак. Очередная порция фото. Финальный этап – пигменты. Для запасных траков и глушителя потребуются разные оттенки ржавчины. Темно-коричневый, коричневый, а также подойдет кирпичный. Для копоти пигмент сажа. На корпус танка пойдут следующие пигменты: темная европейская земля, дорожная пыль,
серозем и глина. И, возможно, речной песок. Закреплять пигменты буду White Spirit и фиксером фирмы Wilder. Для получения эффекта ржавчины, как я уже показывал, лучше использовать несколько оттенков пигментов. К сожалению, часть видео по работе с пигментами не сохранилась, поэтому плавно перехожу к гусеницам. За них отдельное спасибо Алексею Ракову, который мне их прислал. Базовый цвет темно-коричневый. Позже на канале выйдет видео по работе с наборными гусеницами, в котором я покажу, как упростить процесс сборки. Потертости до металла, следы эксплуатации гусениц я наношу методом сухой кисти. Натирать надо не только грунтозацепы снаружи, но и гребни, находящиеся с внутренней стороны. Из пигментов я применил только темно-коричневый для траков. На катки немного пигмента темно-европейская земля. Надо не забывать про нанесение пигмента между спаренными катками.
и финальный фотосет с завершенной моделью. Во время подготовки этого видео появился 3000 подписчик. Спасибо вам огромное, что смотрите мои видео, пишите комментарии и ставите лайки. Не забывайте заходить на мой сайт. С наступающим Новым годом. Пока.